Итак, ребят, всем привет! У меня очень хорошая новость. Я сейчас купил себе второй мотор. Бляха-муха, это уже не 8-й ветерок, это уже 12-й ветерок. Вот, ветерок 12 на 8-й ноге стоит. Значит, что я хочу сделать? В общем, почему вообще я решил его купить? Потому что недостаточно мне 8-го ветерка. Что-то он как-то у меня, в одного еще едет, там 27, грубо говоря, километров. Средняя скорость 27 километров. То есть до полировки винта у меня там было 23-24 выдавало. Полирнул винт, отбалансировал, 27 он у меня стал ехать. Да, вроде бы ничего ездить можно, но мало. Потому что когда едешь вдвоем, уже очень туговато так выходит на глиссер, да и какое-то глиссирование, то ли не доглиссирование, непонятно в общем. Вот, купил я его там за 4500 рублей, плюс он мне там нагрузил запчастей, там целый пакет, здоровый такой стружки, пакет запчастей, плюс ветерок 12 на 8-й ноге. В общем, что я хочу сделать? Я хочу оставить свою ногу от своего ветерка и поставить туда голову, соответственно, снять свое зажигание туда, поставить, вот, соответственно, поменять на нем сальники, подшипники, то есть сейчас мы это в течение 1-2 дней сделаем и поедем на речку тестировать. Я думаю, прирост мощности будет, думаю, ощутимо, потому что как, 4 лошади, пускай советских лошади, да, то есть 12-й ветерок он будет ехать примерно как иномарка 8-ка, я так думаю, да. В принципе, я думаю, должно быть получше, чем сейчас, да, у нас, то есть мы имеем ветерок 8-й. Вот, так, ну что, сейчас я вам покажу, он у меня лежит в багажнике, смотрим. Ну что, ребят, вот весь тот хлам, который ко мне приехал из города Жешув. Вот он, 12-й ветер. В принципе, тут все более-менее на месте. Значит, с ним вот столько вот хлама всякая. Тут струбцина, крышка, то есть головка, да, поршня, значит, вместе с кольцами, блок еще один, винты. Вот этот винт более-менее будем его мы реставрировать, то есть надо померить его на диаметр. Я еще пока не знаю диаметр его, но шаг здесь видно такой нормальный, то есть вот он прямо от лопасти, вот по всей ступице, грубо говоря, от начала ступицы до самого края ступицы, то есть шаг здесь такой хороший. Видно, это 12-й винт. Вот, значит, его мы будем делать. Соответственно, еще одна струбцина, не знаю, бензонасосик, вот есть вот такой вот, да, карбюратор, кстати, вот К33Б, вот. Только я вот не помню сейчас, на 12-х стояли Б или В. Что-то я вот надо будет загуглить. Ладно, это мы узнаем. Вот. Коленвал здесь, к сожалению, не крутится. Не знаю по какой причине. Видать, видать, там все-таки заклинивший, я так понимаю. Потому что он вообще нет хода никакого. Ну ладно, это мы разберемся, проверим. Вот, ну что, сейчас мы все это барахло собираем, едем в гараж и начинаем снимать, разбирать и смотреть, что внутри вот этой вот башки. Вполне возможно, что она, может быть, даже будет рабочая, но надо будет поменять, соответственно, сальнички, подшипнички. Будем ставить в бочку и пробовать запускать. Вот такой вот хлам мне привезли. Итак, ребят, значит, вот что мы сейчас имеем. Разобрано 2 мотора. Значит, это оба 12-е, вот которые, собственно, я сегодня и приобрел. Значит, оба разобрал, выбрал, из чего мы будем собирать. Значит, выбрал вот такой вот коленвальчик. У него тут вообще никакой выработки нигде нету, ни из-под сальников, ни из-под чего. И что удивительно, у подшипника нету абсолютно никакого люфта. Абсолютно никакого люфта. Вот второй подшипник. Это уже с другого коленвала. Я его аккуратненько снял. У него тоже никакого люфта нету. Абсолютно новый. То есть подшипник покупать уже не придется. Вот, соответственно, купила сальники. На одном блоке стоял это сальник, который смотрит в ногу. Почему-то сальник стоял один. Хотя их там 2. Они ставятся в разные стороны. То есть, понятно, с одной стороны вода, с другой стороны, значит, коленвал. То есть, один ставится со стороны воды, чтобы не пускал. Другой ставится со стороны коленвала. В сторону коленвала, то есть в разные стороны они ставятся. Вот я их поставил уже, выбрал картер. Вот там вот стоит один вовнутрь, и вот он там вот, их 2 видно, а второй стоит, вот второй стоит наружу. Вот они. Вот, значит, картер уже плоскости старых прокладок уже убрал. Вычистил, значит, здесь у меня шатуны с игольчатыми подшипниками. Сейчас все это будем дело мыть.
Значит, и коленвал, да, вот один коленвал. Ну вот видно, вот это новодел какой-то, потому что здесь даже стоит ценник. Вот, что-то 640R, да. Ну, вот такое вот хозяйство. Вот они какие выработки. Заржавел, видать, долго стоял. Второго коленвала такого нету. У него плоскость, там где прилегает сальник, она отполирована. Вот. Соответственно, сейчас все это дело соберем. Так, значит, вот поршеньки мои такие вот. Зазоры у меня в пределах нормы. То есть их я оставлю. Они, в принципе, тут без задира, без ничего. Тоже мы их покупаем в бензинчике. Все это дело отмоем. Значит, сейчас у меня, значит, стоит, значит, сам картер. Мы выбираем этот. Вот. Вот у нас цилиндры с головками. Скорее всего, их оставим. Значит, по дефектам лепестковые клапана имеют дефект. То есть вот здесь вот, если будет видно, один из клапанов, вот этот вот, во какая фигня. Его мы тоже будем поправлять, чтобы он плотно прилегал. Значит, сейчас все это дело быстренько определяем по запчастям, какие нам нужны. То есть из двух моторов мы собираем один. Также нам нужно будет отполировать винт. Вот такой вот 12-й винт. Отбалансировать, отполировать, соответственно, да. То есть ссылочка будет сверху, там как я это делаю. То есть балансирую, полирую винт. Посмотрите обязательно, если вам это интересно. Значит, прокладочки, сальнички я купил. Ну что, мы собираем, продолжаем собирать дальше. Скоро будет большой тест на воде. Итак, ребят, сейчас собрал свой ветерок 12 на 8 ноге. Значит, он у меня уже в почти готовом состоянии. То есть мне осталось чуть-чуть, мне осталось там доработать немножко винт, ну, убрать приливы и так далее. Значит, сейчас будем ставить его в бочку и пробовать заводить. Давайте посмотрим, что у меня получилось, как он вообще выглядит. Так, значит, вот, не обращайте внимания, там творческий беспорядок у меня. Значит, вот этот 12-й ветерок на 8 ноге. Значит, осталась нога с поддоном. Поддон, нога, это от моего 8-го ветра. Значит, с 8-го же ветра было взято зажигание, маховик, бензонасос. Там у меня мембрана, потому что новая стояла. Я решил просто бензонасос поставить и все. Карбюратор оттуда же. Хотя должен быть, вот здесь вот карбюратор написано. К36Б. Должен быть К36В. Но так как у меня его нету, поставили 8-й карбюратор. Посмотрим, как он на нем будет работать. Значит, также установил вот такой вот нижний стартер. Это нептуновская ручка. Я немножко порезал. Ну, пока колхозно, потом надо доработать. Сейчас моя задача пока запустить его. Вот, значит, также собрал, ну, соответственно, там выбрал хороший блок, хорошую головку более-менее, коленвал хороший поставил, коленвал вообще в хорошем состоянии. Значит, здесь у меня на ноге уже было доработано, то есть гидрозатвор у меня заглушено отверстие, там просто нарезал резьбу и закрутил туда болт. Сварки аргона нету пока, поэтому как бы пока вот так вот. Немножко, конечно, колхозно, да, здесь досверлил отверстие, здесь досверлил отверстие. Да, мотор стал намного тише, сразу говорю, то есть родную вот эту пластину, которая вот здесь вот идет, вот она короткая. Вот если вот посмотреть, вот здесь вот, в этой ноге, вот она получается, стоит пластина. Вот она пластина, вот это вот.
жестянка, она у меня убрана. И сделана пластина из дюраля, там, по-моему, миллиметра 3 или 4, но я то плотно заколотил. И она у меня идет, получается, вот с самого верха и до самого низа упирается. И где-то с 2/3, наверное, нет, с 3/4, наверное, сверлено отверстие, там 6-7, по-моему, как-то так у меня там было. Значит, вот сейчас будем пробовать его заводить, как он у меня будет работать, регулировка, соответственно, карбюратора. Вот, и дальше займемся винтом, ну и, соответственно, потом поедем на реку. Вот, так что, так, ну что, смотрим, как он у нас будет работать в воде. Так, ну что, вот ветерок собран полностью, значит, заводил его. Заводится вообще легко, даже с родного вот этого нижнего стартера. Поставил сюда тросик. Тросик поставил, почему? Потому что стоял разные веревки, они постоянно рвутся. Надоело мне. 3 веревки порвал, решил намотать тросик. Ну, на бензопилах тоже тросики стоят на стартерах, ничего, работают, ничего не рвется. Значит, дальше что? Катушечки в дальнейшем, я думаю, что мы поменяем на Honda Dio. Как-то будет покрасивее смотреться и все такое. Установил кнопочку стоп. Вот сюда вот поставил кнопочку стопа. Здесь, значит, провел она у меня там под карбюратором проведена. Вот здесь вот у меня находятся вот эти 2 диодика. Прямо вот здесь вот они у меня. Вот. И заходит в основную гофру, которая идет на зажигание. Гофрочка такая мягенькая. Это от какой-то иномарки. Она такая какая-то как... Не знаю, как даже материал назвать. Ну, в общем, такая мягкая она. И на морозе не дубеет как бы. Вот, значит, что сделано было дальше сегодня. Значит, я отполировал винт. Отбалансировал его, отполировал. Вот, то есть вал у меня крутится вот так вот руками. Значит, ну, в принципе, из доработок все. Вот резиночку еще поставил, да. Вот, теперь, значит, у нас что получается? У нас получается, что у нас 8-й ветерок — это нога, шильда и все такое. И 12-я голова. Да, компрессия хорошая, то есть заводил, никаких стуков, ничего нету, то есть работает нормально. Ну, поначалу завел, что какие-то стуки начали появляться, а потом, как оказалось, я маховик плохо протянул. Я его потом протянул до конца, и все пропало. То есть компрессия хорошая. Если раньше у меня на 8-ке стояла вот такая вот, это верхний, вот этот, как он называется, это правильно, ну, диск, который, да, который, шмыргалка, на которой наматывается, маленький, я его дергал легко, то сейчас стоит больше, я шмыргалкой тяжело прокручивается, то есть компрессия, ну, я не знаю, но компрессия, ну, действительно хорошая компрессия. Вот, да, работает ровно. Завтра поедем на речку, будем испытывать его на воде, как он поедет. Вот, я думаю, что все будет нормально. Вот колпачок подкрасил, да. Вот, значит, ну, в принципе, все. В следующем видео покажу, как он поедет. В одного я замерял на 8-м ветерке, у меня было 23-24 км в час. Это на грузовом винте. Значит, 23-24, потом я винт отбалансировал, отполировал, у меня поехал 28 в одного уже, то есть 4 километра почти сразу добавилось, да. Вот, ну, рассчитываю, что этот мотор мне даст хотя бы, ну, 35, наверное, я думаю, так должен пойти на ПВХ-шке 330. Я надеюсь, он побежит. Завтра выйду на речку, попробую протестировать, как все это будет, как он поедет. Я думаю, поедет он нормально. Вот, так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всего доброго.